Всем привет! В этом видео покажу, как сшить макси-сарафан с игрой полосок на завязках. Видео содержит как слайды, так и видео, поэтому кому удобнее воспринимать информацию зрительно, включайте субтитры. Потребуется 3 метра хлопка в продольную полоску, ткань предварительно постирать. Выкройка лифа, которую можно построить самой или взять готовую. Поскольку сарафан на кокетке, представляющий из себя ровную полосу, то нужно откорректировать выточку, чтобы ее верхний раствор лежал на прямой линии. Провести линию верха перпендикулярно средней линии полочки. Вторая линия пройдет через высшую точку груди, параллельно линии верха. Серую выточку перенести выше, вырезать по синим линиям. Получилось 2 детали. Этапы работы. Раскроить 2 детали лифа полочки, 1 деталь спинки по выкройке. Ярусы юбки кроить следующим образом. Измерить длину юбки от линии талии, она может быть завышенная, как в моем сарафане, до желаемой длины, например, щиколотки, и разделить полученное число на 3, столько ярусов будет. У меня получилось 100 см, а один ярус высотой 33 см. Из них продольная часть яруса будет 25 см высотой, а поперечная 8 см, плюс припуски. Длину верхнего яруса определяю так. Обхват по нижнему срезу лифа, умноженному на коэффициент 1,5. Узкую часть яруса кроить такой же длины. Средний ярус длиной равна длина верхнего яруса умножить на коэффициент 1,5. Нижний ярус равен длина среднего яруса, умноженная на 1,5. Если ткань тонкая, например, батист, коэффициент можно увеличить до 1,8, либо 2. Очевидно, что как минимум средние и нижние ярусы будут состоять из нескольких частей. Сшить каждый ярус отдельно. Сначала сшить широкие части яруса полотном, затем узкие части, совмещая полоски. Как совместить полоски, смотрите видео по подсказке вверху и в описании. Затем притачать узкую часть к широкой. И в последнюю очередь сшить в кольцо каждый ярус, скрепляя булавкой место стыка широкого и узкого яруса. Нижний ярус можно сразу подшить двойной подгибкой. По верхнему срезу каждого яруса проложить 2 строчки с максимальной длиной стежка для предстоящей сборки. Вложить лиф в верхний ярус лицом к лицу. Зафиксировать булавками по боковым швам. Выполнить сборку, потянув за 2 нити, распределяя равномерно сборку. Стачать, обметать срез. Раскроить обтачку сарафана по выкройке верхней части лифа и спинки. Продублировать верхние срезы примерно шириной 3 см. Раскроить 4 завязки шириной 12 см и длиной около 35 см с учетом припусков. Пришить завязки к верхней части лифа и спинки, предварительно сделав примерку. Затем пришить обтачку, вложив лицом к лицу сарафаном. Сделать насечки по проймам, срезать лишние припуски. Выметать кант по проймам. Закрепить обтачку с изнанки. А как я это делаю, смотрите видео. Осталось отутюжить, оформить узлы на завязках. Благодарю за лайки, подписывайтесь на канал Ульяна Шьет. Впереди много новых швейных проектов, секретов, лайфхаков и полезных советов.